Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Полиция завершила досудебное расследование относительно вора в законе КамО Московского. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщили в отделе коммуникации нацполиции в Николаевской области. Вору в законе по кличке КамО Московский инкриминирует установление или распространение преступного влияния и поставки наркотиков в Черниговский пункт временного пребывания иностранцев. 24 июня полиция завершила досудебное расследование, обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд. В частности, установлено, что вор в законе прибыл в Украину для установки и распространения собственного преступного влияния среди местного криминалитета и с целью избежания уголовной ответственности. 5 января этого года 58-летнего гражданина Российской Федерации задержали украинские правоохранители. В установленном законом порядке злоумышленника поместили в Черниговский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Там он попытался создать собственное уголовное царство, начал влиять на других арестантов, контролировать общак, налаживать новые связи с представителями криминалитета, которые находятся на свободе. Кроме того, помогал организовывать поставки наркотиков в учреждения содержания. Также известно, что КамО Московский диктовал соблюдение воровским законам, решал конфликты между криминальными авторитетами и подстрекал других совершать преступления. 31 марта полицейские, при силовой поддержке роты полиции особого назначения и при содействии руководства Черниговского ПВПИ, провели санкционированные обыски в учреждении, где изъяли запрещенные вещества. КамО Московскому сообщили о подозрении за установление или распространение преступного влияния лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе вора в законе, часть 3 статьи 255.1 Уголовный кодекс Украины, и за незаконное приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в места лишения свободы, часть 2 статьи 307. Это второй вор в законе, получивший уведомление о подозрении по нововведенной статье. 24 июня полиция Черниговщины завершила досудебное расследование, обвинительный акт в уголовном производстве направлены в суд. В случае доказательства вины в суде мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы. Как известно, 14 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины провел заседание и ввел санкции против представителей криминального мира. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, применены персональные санкции против 557 воров в законе и 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами. Санкции подразумевают блокировку активов, запрет на въезд и пребывание в Украине, принудительное выдворение из страны. А 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ номер 203/2021, который предусматривает санкции против физических и юридических лиц. Ореол таинственности все же окружает первые годы жизни КамО Егиазарова. Он родился в Тбилиси и рос в многочисленной армянской общине столицы Грузии. Высокий титул он получил по тем временам чрезвычайно рано. Поступки, которые обеспечили ему столь высокое признание, неизвестны, но все же в советские времена подобного звания было добиться очень непросто. Еще ведь был жив эталон воровской этики войска «Бриллиант», хотя начинали развиваться внутри сообщества криминальных генералов негативные тенденции, породившие затем внушительную прослойку лаврушников и мандариновых воров. Для Егиазарова характерно, что его полное имя звучит КамО Московский. Обычно вторая часть воровского имени образуется от места рождения. Его сверстник Эдик Тбилисский, армянин, также родившийся в Тбилиси, но потом насовсем переехавший в Москву, тому подтверждение. У КамО все вышло наоборот, хотя в Грузии, по свидетельствам его знакомых, он был 6 раз судим за разбой, грабеж, незаконное хранение оружия и наркотиков, но, видимо, Москва ему пришлась больше по нраву, и он там по-настоящему поднялся. Родной брат Егиазаряна Гага также взял приставку «Тбилисский», но сейчас он считается отошедшим,
то есть порвавшим с прошлым и живущим жизнью обычного, законопослушного гражданина. Долгое время в России у Камо Московского конфликтов с законом не возникало. Сферой его деятельности были автосервисы, принадлежащие грузинам или армянам. Только в 2004 году Камо прокололся. Считая, что ему не доплатили за крышу, он конфисковал у владельца салона в счет неустойки Audi A8. Хозяин авто решил искать правды у милиции и в итоге легко добился своего. Автомобиль был возвращен, а коронованный рэкетир отправился на 4 года в удаленные от столицы место. Следующее посещение зала суда было вызвано укоренившейся страстью искусственно расцвечивать неприглядное бытие в розовый цвет. У Камо в результате профилактической облавы нашли 8 грамм героина, что оценивается как особо крупный размер хранения наркотиков. В 2011 году Московский суд приговорил Камо к 6 годам заключения, и судьба направила его в колонии Кирова и Верхнеуральска. С наркотиками уроженцу Тбилиси следовало бы быть поосторожнее. Его законная супруга скончалась от овердозы, оставив на попечение отца, сына и дочь. Приключения с белым порошком продолжились. Молва приписывала ему организацию наркотрафика в Московскую область. В следующий раз Камо Московскому присудили 2 года условно, но он принципиально пренебрег обязанностью регулярно отмечаться в отделении внутренних дел. В середине сентября этого года суд подмосковного Сергиева Посада признал недисциплинированность подопечного полиции достойным наказания и осудил на 2 года 4 месяца за нарушение правил административного надзора. Отрицание навязываемых органами порядков – одна из обязательных обязанностей настоящего вора в законе. Несмотря на порочное пристрастие к дури, Камо Московский всегда считал себя продолжателем старых воровских традиций и видел свою главную роль в участии решения часто возникающих спорных вопросов между различными криминальными группировками. Во всяком случае, он честно об этом говорил при задержаниях, не стесняясь на видеокамеру подтвердить свой титул. С именем, впрочем, в 2011 году у него возникли проблемы. Будучи задержанным, он был помещен в столичное СИЗО номер 3, среди людей именуемое кратко Пресня. Соседом у него оказался Осетрина-младший, а Сатрян – отпрыск Эдика Тбилисского. По статусу Камо держал в руках общак Пресни. Молодой вор в законе произвел ревизию средств общей кассы и обнаружил в ней недостачу. Сумма между дебетом и кредитом составила 160 тысяч рублей, просто мелочь по нынешним временам, но принципы дороже. Осетрина упрекнул старшего товарища в нецелевом расходовании средств, намекая на вредные привычки. Камо не смог достойно ответить на порочащие подозрения, но даже оказался не в состоянии пополнить общий счет. Пользуясь правом вора в законе, Осетрина дал по ушам Камо Московскому. Перед объявлением решения молодой ревизор долго советовался по телефону с Витей Тбилисским и Сулико Тбилисским, а также дожидавшимся приговора на Пресне Васей Бандитом. С той поры утекло много воды. Камо не пытался, как сейчас стало модным, восстановить статус. Тем более, что решение юного собрата многие из его знакомых старшего поколения просто не признали, включая и Эдика Тбилисского. Камо отправился отбывать срок под Киров, где уже находился Вася Бандит, но дискуссий между ними больше не случилось. Особых неприятностей или изменений в привычном образе жизни конфликты с Осетриной и Бандитом не вызвали. Камо проигнорировал брошенные вызовы.